We thank our viewers for supporting our channel. Thank you very much. Друзья, привет, БРФЗ. Сегодня 20 октября 2024 год, от Рождества Христова. У нас сегодня второй день в Капане. Мы ходим, гуляем по городу. Довольно интересный город, приятный очень и, в общем, и интересный в плане вообще много чего. Посмотрите, что здесь происходит на реке. Ее перегораживают вот такими вот бетонными перемычками. Строительство сейчас ведется, еще тут не закончили. И, в общем, у кого какие версии, зачем это делают? У меня идея такая, что чтобы русло не было пустым зимой или там осенью, чтобы было полноводным, казалось, что это специально такие перемычки, чтобы вода вот здесь была заполнена, и все дальше лишнее переливалось, и так вот все, в общем, и вода двигается, и вроде как стоит в реке. И красиво все это, визуально очень будет выглядеть. Ну, не знаю. В общем, я думаю, что это для красоты. Нет, отключено, здесь нет красоты. Но не, Ира говорит, что не для красоты. Я записал видео для папы, скинул ему, он прокомментирует, он инженер, профессионал, гидротехник, и скажет точно, зачем эта штука. Вот здесь вода, которая идет по трубе, реку пустили по трубе, все, смотрите, вот тут она выходит, а вот здесь завершающий этап строительства вот этих всех сооружений, уже здесь больше готовность. Вот ответ на вопрос, что там будет потом. Мы нашли спустя время часть реки, где уже все это сделано. Выглядит действительно красиво очень. И мне кажется, намного лучше, чем было до этого. Не знаю, насколько это все долговечно. Мне кажется, бетон тонковат. Вот тут, мне кажется, его размоет быстро. Но посмотрим. Наверное, как-то рассчитали все это дело. По-моему, у нас не записалось в прошлый раз. Сейчас перезапишу. В общем, мы встретили мужчину, который сидел на набережной. Стали у него спрашивать, знает ли он, зачем реку перегораживают. Он нам рассказал. И после этого рассказал интересную историю, как он работал и получил награды за там производственные свои достижения. Ему подарили... Работал в Москве на заводе ЗИЛ. Работал в Москве на заводе ЗИЛ. Ему хотели подарить квартиру, он от нее отказался, выбрал автомобиль. И после этого, когда уже женился, обзавелся детьми и с женой, со всей своей семьей поехал в Москву показать им Бородинскую панораму. И так как его зовут Наполеон, для него это тоже, к нему это относится место. Вот, и, в общем, пытался сделать разворот в неположенном месте на Кутузовском. Его остановил гаишник, увидел его документы, несколько раз переспросил, проверил паспорт. После этого отдал честь и отпустил без каких-либо штрафов, пожелал удачи. Сказал, что первый раз вообще видит такое имя, очень удивлен. Наполеона на Кутузовском. Наполеона на Кутузовском, да. Настоящий Наполеон не дошел, а армянский Наполеон доехал и нарушает правила. В общем, интересная история, очень приятный мужчина. Очень была интересная, добрая история. Соскучился по русскому языку. И приятно было ему с нами побеседовать, а нам с ним. Кобель жив, действительно. Мы хотим посмотреть с Ирой вот эти дома. Очень интересно, они прям на краю горы стоят. И интересно, что там есть такие дороги на разных этажах, как бы, и такие подпорные стенки сделаны.
между домов, и там какие-то в них гаражи. В общем, это интересно. Хотим посмотреть. Вот про что мы говорили. Это очень интересно выглядит. Какие-то сады Семирамиды, как называется? Апельсины растут. Какие-то... В общем, я даже не понял, что это внутри. Там что, дом строили, не достроили, что ли? Вот это что. Как будто бы между двух домов строили другой дом, не достроили, и в итоге люди его сделали там сады, белье, сушку белья и лавки поставили. Там сверху лавочки. Мы сейчас поднимемся туда и посмотрим, что там внутри. Что издалека выглядит просто невероятно. Вот что мне реально кажется странным в Армении, это высота ограждений. Смотрите. Вот. Высотой с мой кроссовок. И дальше. Ну, тут 4 метра или 5. Как бы, блин, вот, ну, может упасть же ребенок или просто, не знаю, человек, который отвлекся. Это очень опасно. Почему нигде не делают ограждения никогда нормальной высоты, мне непонятно. Это и в Ереване встречается, и вообще везде. То есть нужно всегда смотреть в оба, чтобы никуда не упасть. Может быть, конечно, у армян врожденный рефлекс аккуратно подходить к краям, ко всем ответственным, но что делать остальным — вопрос. Пойду догонять Иру, она уже пошла наверх. Тут просто забрал себе, поставил забор. Набираем высоту, двигаемся вверх. Пока не очень понимаем, что здесь происходит. Вот это дом, который эксплуатируется. В нем живут люди. А вот это... Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. То есть вот это кто-то сам себе построил, получается, просто? Но не достроил по каким-то причинам. Либо запретили строить, либо кончились финансы для строительства. То есть это какой-то самозахват, скорее всего. Вот эта лестница, которая, как нам сказали, запроектирована, но она уже вся разрушена. И ее нужно ремонтировать, потому что по ней крайне опасно ходить. Что вот это такое? Судя по тому, какая арматура здесь использована, то здесь какая-то многоэтажка должна была строиться. Ира, очень аккуратно, близко к колонне проходи, то следующий подъем. Вот это вот, вернее. Ты где? Вот это все может обвалиться в любую секунду. Идем дальше. Лавочки из Еревана здесь. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Мне всегда нравится смотреть на белье, которое сушится. И мне нравится, как хозяйки вешают, сортируют по размерам, по цветам. Очень аккуратно. Всегда у всех, и приятно посмотреть.
Ира общается с женщиной, которая вышла на балкон полюбоваться прекрасным днем. 45 лет. 45 лет этим домам. Ремонтируют. Женщина сказала, что эту лестницу должны починить до Нового года. Вроде бы как уже обещали, потому что, конечно, за все это время не пощадила ее природа. Женщина сказала, что офисы хотели построить, но им не дали. В общем, и разбирать тоже не стали, видимо, судя по всему. Поднимаемся выше еще на уровень. Конечно, просто конфигурация какая-то, да? Просто невероятная, блин. И я бы, если был ребенком, хотел бы в таком дворе жить. Потому что столько лестниц, можно тарзанки делать. Тут можно собственный зиплайн сделать в этом дворе. Наверное, и был. Может быть, и делают периодически. Тут можно паркуру учиться. Невероятный двор. Немножко не мешает прибраться кое-где. И все, и мы, подожди. Мы пришли к кому-то в дом. Просто здесь квартира. Не очень понимаю. Нет, мы сейчас здесь поднимемся дальше. Это мы пришли. Это что, подожди, куда мы пришли? Это подъезд такой. Подожди. Ир, вдумайся, это подъезд, который начинается вот отсюда. У него нет наружной стены. И здесь входы в квартиры людей. То есть вот эти вот решетки, они ограничивают тебя от улицы. Выше лестницы нет. Тут уже чьи-то Вот так можно подниматься. сады, огороды. Нам уже это не надо. Нам это уже не надо, да. Что-то очень интересно. Подожди, смотри. Вот это все, вот эта вот часть. То ли они двери сделали, я не понимаю, то ли что. Потому что здесь лифта нет. То есть ты живешь, например, вот там. И ты как, вот тут по этой лестнице заходишь с сумками, вот, потом вот тут пошел, а тут же, ну, Есть лифт, не можно. смотри, тут уже просто страшно упасть Нет, отсюда. ты знаешь, помнишь, как у нас на доме был? У нас тоже была пожарная лестница. Это пожарная лестница, ты думаешь? Просто мы с пожарной лестницы, у нас с тобой есть вход к лифту Да. Да, с пожарной лестницы да. и вход в нашу квартиру, вспомни. Хочешь сказать, это второй выход из дома? Да. Говори. Есть такой художник, график, нидерландский, Эшер. Вот он спроектировал эти дома. Да, вот да, это дома он проектировал. это он. Архитектором был. Вот, да, вот это оно. Да, то, что здесь. Интересно, он армянин был, Эшер? Нет, голландец, но С армянскими корнями. наверняка с армянскими корнями. Вот. Здесь то же самое. Пойдем дальше смотреть. Очень интересный район. Самое интересное, что здесь нет ни одного пристроенного балкона, потому что здесь и так достаточно всего уже в конфигурации, как бы, дефолтной конфигурации дома. Не факт, Вов, я думаю, что вот там... Нет, нашли все-таки. Вот верхний этаж. Есть пристройки. В середине. Ой. Вот это интересно было, перемычка вот эта сверху. Сомневаюсь. Судя по тому, что снизу какие-то доски торчат. То есть, Ир, вот эта вот штука, Я не думаю, что это было, это из другого материала. да, ее не было. Очень интересно. Господи. Там вообще весь этаж, обратим внимание. Еще раз это говорит о том, что каждый армянин, он и архитектор, Он Эшер. и он конструктор. То есть это надо было между двух домов, которые стоят на горе, где какие-то там сейсмика есть. Он приладил вот эту штуку, рассчитал все. Он заложил кирпичом свой Рассчитал все. Это вероятно. Да, там. Там вообще что-то. Это. Он просто говорит, я не хочу окна видеть, ничего не хочу. Все, все окна заделаю. Смотри, а здесь какой конфигурация? Посмотри, Ир. Здесь конфигурация такая, что
общие балконы, по ним ходишь, как мотель в фильме, как мотель. Общий балкон, и в него входики. Видишь, как сделано интересно, по-другому. Здесь тоже, а здесь можно подняться до конца, да, дойдем до конца. Потихонечку камушки падают отсюда вниз. Как будто гуляем по каким-то замкам. Бельевым. Вот здесь, видишь, как сделано? Здесь этаж и входики у всех. Как будто номера. Может быть, здесь вообще был раньше отель какой-то. Ну, судя по всему, это такой, как бы, ну, не знаю, в общем, конфигурация такая, что как будто номерочки в отеле. Посмотри, видишь? Нет, Советский так строили, у нас есть, Я ни разу такого не видел. Где такое было еще? ну, я такой дом видела. Наверняка, такой дом конструктивизма, да. Памятник конструктивизма. Бак для газа для машины. Кто-то купил, будет ставить. Мы зашли на самый верх почти. Вот здесь остается последний этаж. Ничего, эта лестница не нравится, я по ней хочу по ней идти. Парадес. Парадес. Мы в восхищении от этого дома. Кнерекс. Женщина вышла, нам предложила с балкона посмотреть. Куда-то идем, не знаю. Насколько я ее понял, потому что мы изъяснялись чисто на армянском языке. Мы только сказали «наи». Ой, как сказал? Наем. Наем. С наем, это значит, мы смотрим. Я смотрю. А. Я так думаю, что я так... Отсюда можно, да, посмотреть? А, оттуда. Сейчас нам женщина откроет тот балкон, чтобы посмотреть. Балкон здесь. Вот смотри, там машет. Где? Вон. А, нам машут люди, господи. Говорит, приперлись туристы. Очень гостеприимная, милая женщина. Так сверху выглядит все. Очень красиво, кстати. Невероятно просто. Я думаю, что немножко, Видишь, смотри. да, немножко, Это спорт. да, немножко подоблагородить. Помоги. Брелок крест. А? Брелок крест. Ой. Шнурокольцо. Шнурокольцо. Анчак шнурокалимдзес. Ой. Вышли на крышу. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Очень красиво. Интересные такие дома с дворами. Просто невероятно. Напишите в комментариях, кто что не знает про это. Про архитектора, когда это строилось точно, там вот это все. И, в общем, есть ли такое подобное в Ереване? Мы не видели прям вот именно такую конфигурацию. Очень интересно. Горный склон. Ой, там люди стоят. Помашу, может, увидят. Наверху стоят люди. Вот здесь очень интересный рельеф у склона. Как будто, я не знаю даже что. Как сказать, пластилин? Как будто. Нет, это что-то вообще невероятное. Красивая очень конфигурация. Вот это новостройки. Неплохие домики такие. В Ереване сейчас строят новостройки. Ну, мне нравятся такие. Ну, это такой нормальный, в общем. Внешне нормально. Не знаю, что внутри. И как они их строят, но внешне нормально. Вон там лестница. И там зиплайн. Где-то вроде бы там. Мы сейчас по этой лестнице будем подниматься вверх и кататься на зиплайне. Там заброшенное чертово колесо, которое не работает. И вот отель. Вот там у нас стоит машина.
Вот там это река, где как раз, которую сейчас благоустраивают. Вот. Вот такой Капан. Красивый город, очень хороший, очень такой, мне кажется, такой микс Джермук и Ереван, да? Ир? Ир свешивается, боится. Şnorakalım. Kıyı şekeri. Анчап Шнаракалин. Анчап Шнаракалин. Hacı Hutsun'da. Tezel hacı. Лавор. Hacı. Нет. сегодня. Приятнейшая, милая женщина. Дала нам конфетки еще сырые, господи. Очень хорошие. Вот этот дом интересный. Здесь, во-первых, у него фасад закрыт такими вот бетонными резными панелями. Напоминает тот дом красивый в Ереване, который около цитадели находится. Левее цитадели. Если смотришь на цитадель, вот левее, там такие кружки. Классный дом, очень мне нравится. Здесь что интересно, вот эти вот панели идут вот так потом вниз. За панелями стеклоблоки. И здесь отдельный вход в дом. С этого этажа. И где-то, соответственно, внизу еще есть вход. То есть здесь два входа. Как они вообще между собой какими-то лестницами, что ли, соединяются, тут непонятно, но очень вообще это все интересно. У кого-то, здесь у кого-то, соответственно, ниже мангал. Здесь сады. Сверху смотришь, очень красиво. Маравдас. Здесь какая-то территория. Сейчас мы проверим, что это за территория. Потому что там, вижу, я бассейн сделан. Интересно, это общественный, домовой или частный. Сейчас посмотрим отсюда. Если это общественный бассейн, вообще в шоке. Тогда и прям очень классно. Это общественный бассейн. Пойдем сейчас спустимся, посмотрим. Такая внутри домовая территория. Площадка. Тенистая. И здесь очень хорошее такое прям ухоженное пространство. Относительно там того, что мы до этого видели прямо здесь. Видно, что это общественная все территория. Такой бассейн. Явно, что детский скорее, чем взрослый. Работающий. Здесь есть, соответственно, вся инженерия, трубы проходят. И нам мужчина сейчас в окошко свесился, сказал, что здесь летом наливают воду и дети купаются. Здорово очень. Вообще прям. Молодцы. Очень, очень здорово. Качельки старые, но работающие. Огорожено все. Прям очень мне нравится здесь. А дальше пустырек. Вот если здесь так не облагородили, то тоже был бы пустырек. Но здесь вот такая вот классная территория, хорошая. Которую жильцы, наверное, скорее всего, поддерживают сами. Веревки для сушки белья обычно натягивают куда-то. Бывает, что очень далеко. Посмотрите здесь как. Вот оттуда ролик пошел, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Идет аж вообще вот сюда. Бывает, что через реку идет, бывает через обрыв. Очень интересно. В Армении надо квартиру покупать на первом этаже. Или на последнем. Чтобы либо сделать себе террасу, дачу практически, либо пристроить еще один этаж. Вот все эти дома, еще раз. Я думаю, что в те времена, когда их построили, это было вообще просто фантастика. Они сейчас смотрятся очень интересно и вообще в целом классно, но когда только их построили, я думаю, что это прям хай-тек такой был. Что? А, это гранат растет, вот, пожалуйста. Вот это вот симметрия и порядок в повешении белья, который мне нравится. Все размер к размеру, вещь к вещи, максимально структурированно висит. Да.
Нашли вот такую лестницу. Судя по всему, надо подняться по ней примерно, не знаю сколько тут, наверное, километр. И будет зиплайн. Ой! И потому что это кто-то едет на зиплайне, а это экскаватор работает впереди. Вершина подъема закончилась вот этим. Очень странно. Попробуем пройти подальше. Может, там зиплайн? If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Еле-еле нашли зиплайн, но вообще ни одного указателя не было. И непонятно, он работает или не работает. Ага. Верхняя точка там, нижняя точка там. Это промежуточная точка. Отель. То есть над городом вот это имеется в виду? Да, над городом имеется в виду вот это поперек. Я думал вдоль. Я думал прямо от начала до конца. Мы взяли да. Взяли визитку зиплайна. Тут надо по заказу заранее бронировать, договариваться, тогда съезжать. Сейчас у нас не получится съехать. Оставим на следующий раз и проедем. Не бросаем эту затею нашу, но сегодня отмена зиплайна. Ну, по крайней мере, нашли, видно, где он находится, что. И здесь удобно, нет никаких препятствий, можно снимать, пока кто-то один едет, снимать с дрона его. Тоже хорошо. В общем, попробуем все. Зиплайн находится вот в этом отеле на территории. Он даже называется Гранд Отель, Гранд Хаус, отель и зиплайн. И здесь вот такие интересные у него, как будто шторы из камня. Посмотрите как. Очень интересное решение архитектурное. Архитектурно-дизайнерское. Вот. Завершаем поездку в Капан, нашу двухдневную. Сегодня погуляли по городу, много всего интересного увидели. Хороший город, приятный, интересный. На зиплайне не проехались, но в следующий раз проедем, заранее запишемся. Вот, в общем, будет поинтересней. Обязательно приедем, в планах Хуступ пешком, зиплайн и еще прогулка с гидом, чтобы он нам объяснил, что к чему, откуда что взялось, и рассказал побольше интересных фактов и историй про Капан. Город реконструируют, поддерживают, благоустраивают. Хочется пожелать единственное, чтобы все благоустройства были более современными в плане всего дизайна, урбанистики, всего на свете. В Капане мы нашли ТУМО, школу, который состоит из 6 контейнеров. В Вайке только один, где-то там мы еще видели там по 1-2, бывает здесь прям 6. То
То есть мощный, большой объем детей, студентов там обучают. Хочется, чтобы все вот эти навыки, которые ученики там получили, чтобы все это вообще было использовано, чтобы там администрация города какие-то конкурсы проводила и, может, там идеи какие-то выбирала, чтобы потом их дальше применять в жизни. Вот, чтобы как бы, ну, просто старину обновлять, ну, можно уже как-то вот чуть-чуть осовременить всю эту ситуацию, да? Иру больше всего поразили занавески из туфа на отеле, как раз где Zipline. Это очень необычно, да, я тоже поражен. Вот, в общем, приятный город с очень добрым вайбом. Ну, вот занавески из туф. Да. Приятный город с очень гостеприимными людьми. Нам пожилая женщина нас провела на балкон, на крышу. У нас был первый разговор просто абсолютно на армянском. Женщина не говорила ни слова на русском, а говорила только на армянском. И мы впервые объяснились исключительно на армянском языке. Настоящий наш первый в жизни опыт полностью диалога на армянском языке. Кое-как получилось изъясниться. Она поняла нас, мы поняли ее. И в результате она отвела нас на крышу многоэтажного дома, на который имеет выход из собственной квартиры. И сказала, что здесь очень красиво, и вот вам отсюда нужно смотреть на Капан, это лучшая точка обзора. Спасибо всем, кто досмотрел серию до конца, кто подписался на канал, оставил комментарий, поставил лайк. Порекомендуйте нас своим друзьям, путешественникам, вообще, в общем, всем, кому сочтете нужным. Спасибо большое и до новых встреч. Пока. Копи матч. Копи матч. Значит, на связи.